Как выбрать капельный полив? Всем привет! Вы на канале Чертог мастеров. Главное преимущество капельных систем перед дождевальными – экономичность. Кроме этого, капельные системы полезны тем, что исключают поверхностное орошение и тем самым исключают риски заболевания растений, связанных с этим. Капельный полив резко снижает распространение сорной травы. Экономичность. Капли воды попадают сразу из капельницы в почву, оставляя на поверхности небольшое мокрое пятно. Капельный полив позволяет использовать целиком всю потраченную воду по назначению, не расходуя ее на испарение, как в дождевальном поливе. Каждая капля попадает непосредственно в прикорневую часть конкретного растения. Экономичность капельной системы делает систему в целом компактной и позволяет работать в системе без насосов и емкостей, в случае с приусадебными участками, или сохранять минимальные размеры в случае сельхозназначения. Автоматизация. Капельный полив может быть автоматизирован не только при наличии электроснабжения, но и при полном его отсутствии. Однако полная автономность без электроснабжения ограничивает в какой-то степени территорию орошения. В случае полной автономности управление системой полива осуществляется контроллерами, работающими на элементах питания. Удобрения. В узлах водоподачи могут быть внедрены системы подачи и дозирования удобрений и фильтрующие станции различной степени очистки. Устройство капельницы. Через определенное одинаковое расстояние внутри трубки установлены капельницы. Это такие устройства, которые обеспечивают точный вылив воды. Для воды в капельнице устроены лабиринты, проходя сквозь которые вода теряет свою энергию потока. Таким образом обеспечивается точный расход воды. Самые распространенные расходы капельниц – 2, 4, 8 литров в час. Капельная лента или капельная трубка. Главное отличие капельной трубки от капельной ленты в толщине стенок. У капельной ленты стенка очень тонкая, и сделано это для минимизации цены. Главный рынок сбыта капельных лент – это сельское хозяйство. Ленты используют для полива полей и по окончании одного сезона утилизируют. Кроме того, капельная лента при изгибании переламывается, ее можно уложить только по прямой. Капельницы в лентах применяются с такими же характеристиками, как и в капельных трубках. Капельная трубка имеет толстую стенку, в сечении она круглая. Ее можно изгибать и укладывать между растениями, объединенных в группе различной геометрической формы. Трубки выпускаются с шагом капельниц 20, 30, 50 см. В садовых хозяйствах популярна трубка диаметром 6 мм, шагом капельниц 33 см и выливом 2 литра в час. Реже используется трубка с выливом 4 и 8 литров в час. Существует еще один вид капельного полива при помощи встраиваемых врезных капельниц. В этом случае используется слепая, без отверстий трубка, и в нее в любом месте врезается капельница. Эти капельницы также отличаются по расходу выливу воды. Такой полив удобен там, где растения высажены неравномерно, где подавать воду нужно точечно. При покупке капельной системы следует обратить внимание на следующие моменты. Шаг – расстояние между капельницами. Расход – водовылив. Толщина стенки трубок и устойчивость к ультрафиолетовым лучам. Компенсированная или некомпенсированная капельница. Шаг капельниц. Производители предлагают капельные ленты с шагом 20, 33, 40, 50 мм. Чаще всего в садовом хозяйстве используется шаг 33, 3 штуки на метр. При шаге 33 мм сферы увлажнения соединяются друг с другом на глубине до 25-30 см и образуют единый увлажненный объем под землей вдоль линии уложенной трубки. Расход воды. При сборке такой капельной системы полива можно использовать даже оказавшиеся под рукой материалы. Они легко заменят нужные приспособления. Постоянного контроля за ней не требуется, главное следить за тем, какой расход воды происходит раз в неделю. Как же происходит регулировка расхода воды? Это очень просто. Для этих целей используются саморезы. Вкручивая либо выкручивая их из шланга, вы производите необходимую регулировку. От чего же зависит расход воды при осуществлении полива таким способом? За это отвечает множество факторов, например, такие как влажность, температурный режим, глубина расположения корневой системы растения, вид растения, период вегетации. Для того, чтобы убедиться в достаточности полива, можно вырыть рядом с растением небольшое углубление и проследить за процессом. Наиболее часто при поливе используется трубка с параметрами расхода воды 2 или 4 литра в час на каждую капельницу. Значение расхода воды применяют в расчетах систем полива. Этот параметр влияет на выбор диаметров труб в системе полива.
Толщина стенки трубки. Наиболее долговечной считается трубка с толщиной стенки 0,2 мм, которая считается наиболее практичной и универсальной за счет высокой устойчивости к разнообразным механическим повреждениям, загрязнению воды. Трубка работает при давлении до 2,5 бар. Давление воды. Трубка может выдерживать давление до 3 бар, но рабочее давление в системе капельного полива нужно настраивать в пределах 1,5–2 бара. Для этого существуют регуляторы давления. Давление в 1,5 бара оптимально для большинства трубок. При таком давлении не срывает фитинги и капельницы показывают свои паспортные характеристики. Компенсация давления в капельницах. Капельницы бывают компенсированные и некомпенсированные. Компенсированная капельница имеет в своей конструкции некую силиконовую мембрану, которая при увеличении давления закрывает проходное отверстие и тем самым регулирует давление. Это устройство можно назвать редуктором давления. Оно позволяет обеспечить одинаковый вылив на всех капельницах при большой протяженности линии. Автоматика управления капельным поливом. Автоматический полив называется автоматическим, так как большинство операций по поливу происходит без участия человека. Для этих целей существуют различные механические таймеры полива, электронные таймеры полива, цифровые программируемые контроллеры полива. Для управления автоматическим поливом в зависимости от осадков, температуры на улице и других факторов к некоторым контроллерам можно подключить различные датчики – дождя, температуры, влажности и прочее. Остальное автоматика сделает сама. Кроме того, некоторые модели таймеров можно подключить к датчикам погоды, что позволит экономно расходовать воду и не переувлажнять почву. Преимущество автоматических автономных таймеров в том, что они работают от батареек. Их хватает на весь поливочный сезон. Некоторые наиболее функциональные контроллеры могут управляться по командам с компьютера или удаленного пульта. Существуют модели контроллеров для автоматического полива, которыми можно даже управлять через интернет с помощью веб-интерфейса. В систему капельного полива специалисты настоятельно рекомендуют включать фильтр, который позволит сохранить работоспособность капельниц. Как рассчитать систему полива? Как подсчитать расход воды всей системы капельного полива? Составьте чертеж вашей системы. Обычно трубки укладывают параллельно друг другу на расстоянии 40–50 см друг от друга. Например, для полива изгороди и стуй укладывают трубку с обеих сторон стволов, то есть делают 2 ряда. В группе кустарников укладывают трубку равномерно, соблюдая расстояние между трубками 40 см. Посчитайте общее количество капельной трубки на участке в сантиметрах и разделите на шаг капельниц. Получите количество капельниц. Далее умножьте количество капельниц на расход воды одной капельницы. Пример. Допустим, имеется 10 рядов по 10 метров, равно 100 метров. Шаг капельниц 33 сантиметра, 3 штуки на метр погонный. Всего капельниц 3 умножить на 100 равно 300 штук. Расход одной капельницы 2 литра в час. Итого, расход воды 300 умножить на 2 равно 600 литров в час. В качестве магистральной трубы будет достаточно использовать диаметр 16 мм. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.